Когда-то это море считалось мертвым. В его соленых водах не было ни рыбы, ни водорослей, ни мельчайших живых организмов. Казалось, здесь невозможно зарождение жизни. Однако группа ученых решилась на смелый эксперимент. Они выпустили в эти бесплодные воды первых рыб. Видов, специально отобранных за их способность адаптироваться к экстремальным условиям. Поначалу казалось, что эксперимент обречен. Лишь немногие особи пережили первое время, сталкиваясь с нехваткой пищи, недостатком кислорода и непривычной соленостью. Но природа, как всегда, нашла выход. Выжившие рыбы стали приспосабливаться. Их организмы научились экономить энергию, а дыхательная система стала эффективнее извлекать кислород. Первые поколения были слабыми, но каждое новое становилось крепче. Со временем популяция начала расти. Следующим шагом было введение микроорганизмов и водорослей. Они не только стали источником пищи для рыб, но и начали менять сам состав воды, создавая условия для дальнейшего расселения жизни. Постепенно появились мелкие рачки, питающиеся органическими остатками, очищая воду. Через несколько лет в этот район вернулись морские птицы. Их привлекло обилие рыбы и первые проблески новой экосистемы. То, что когда-то было пустошью, теперь становилось живым, пульсирующим миром. Ученые с волнением наблюдали за процессом, он превзошел все ожидания. Но проблемы оставались. Без постоянного наблюдения этот хрупкий баланс мог рухнуть. Рыбам требовалась защита от болезней, уровень солености воды нужно было регулировать, а популяции контролировать, чтобы избежать резких скачков численности. Ученые не могли просто отступить, экосистема еще не была достаточно устойчивой, чтобы существовать без вмешательства. Однако время шло, и ситуация менялась. Рыбы становились крепче, водоросли разрастались, а микроорганизмы формировали устойчивые пищевые цепи. Однажды, исследуя подводные глубины, ученые сделали удивительное открытие. Среди привычных видов появились новые, ранее неизученные рыбы. Они эволюционировали, приспособившись к уникальным условиям этого моря. Это был не просто успех эксперимента, это был настоящий прорыв. Эксперимент, начавшийся как научный проект, превратился в долгосрочную программу по возрождению некогда мертвого моря. Оно вновь зажило, став символом силы природы и возможности человека менять мир к лучшему. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.